Когда бьют союзно, это менее приятно. Даже если она плохо играет. Эх ты. Когда 70-очку занес, но это как-то маловато. А, это шквал. Дурной такой шквал. 124. Нормально. Это там железная воля, Павлик. Да-да-да-да-да. Давай в дымы, все дела. Минус Нингба, до свидания, пока. Все. Видите, а вы говорите, Нингба, имбует. Че он там имбует, блин? Только ты ручки кривые показал, все, минус нахрен ваш нингбовский идет к чертям собачеващим. Приветствую, дамы и господа. Мы продолжаем играть в Modern Warships. И сегодня у нас в гостях фрегат FS Нормандии. Оно же D651. Нормандия — это фрегат, который можно получить в рамках ивента Первовладыки в активностях в рулетке. Можно выиграть Нормандию, можно выиграть Щабаненкова. Я, кстати, уже открутил все, что мне насыпалось здесь, и выиграл кучу мусора. Спасибо. Итак, давайте рассмотрим этот аппарат. Посмотрим, что он может, что он не может. И вообще, стоит ли он того, чтобы. Итак, прочность. 416 тысяч. Очень мало. Кораблик сдувается на раз-два. Первая же ошибка для вас может стать последней. Скорость 31 узел. Вранье, как всегда. К этому мы уже привыкли. Стандартная скорость у него 29 узлов. Но если вы заложите крутой поворот и какой-то момент его поддержите, скорость упадет до 28. Маневренность 8,5. Хорошо маневрирует. Никаких вопросов не возникает. Радиус обзора 11,2. Заметность с воздуха 3,91. Заметность с поверхности 3,52. Да, он малозаметный, кстати. Он маленький. Да, ХП у него мало, но и сам он тоже маленький. Заметность глубины 2,74, разведданные 5 секунд. Малозаметность 8, как я и говорил. Спрятаться в открытом море на нем можно. Штраф при движении 5,5. Далее. Что у нас там по вооружениям? Давайте глянем. Стандартные 2+2 ракетные слоты. 1 слот под пушку. 2 залоченных гранатомета НРП Лаунчер 300 мм. Залпа выдают 83 тысячи в среднем. Перезаряжаются при этом всего-то 5,6 секунды. Хорошие гранатометы, вопросов к ним никаких не возникает. Работают по всему, надводные, подводные, торпеды и так далее. 1 слот под вертолет. Странная автопушка. Му-90 НД Hard Kill. Чего там харды, почему kill, непонятно. Но здесь хотелось бы заострить внимание на одной ее особенности. На ее, а не на его особенности. Итак, это французская система противолодочной защиты. Противолодочной, да? То есть обратите сразу же внимание, она работает только по подводным лодкам. Ни по торпедам, ни по кораблям. В отличие от того же Defender, эта штуковина работать не хочет. Категорически отказывается. Работает только по подлодкам, ну и урона у нее как бы, ну, там, ну такое, да. То есть урон за залп 43 тысячи при перезарядке 6,3. Да, не нужно руками стрелять, но это такое средство, на которое рассчитывать я бы не стал. Далее идет целая пачка залоченного ПВО. Есть ракетная Си-Септор. Есть у нас 20-миллиметровые нарвхалы, пардон. 20 миллиметров. Ну и синбады, которые мы уже знаем по той же самой Бахии. И, если не ошибаюсь, на Смарте они тоже стояли. Да, тоже ракетные системы. 2 ракетных и 1 пушечная. Его как бы, ну, следует здесь рассматривать в общем комплексе, так как заменить их нельзя. И комплекс этот работает, ну, стандартно, как и везде, да. То есть это, по сути, бутафория. Может сработает, может не сработает, черт его знает. Авиация на него ложила болт, а ракеты некоторые, возможно, даже и поймает. Вот, в принципе, и все. Кораблик небольшой. Много всего в него, соответственно, не влезет. Поэтому и быстренько мы поэтому пробежались. Дальше
Что у нас по расходникам? Расходники: стандартный набор для ремонта, стандартные ловушки, резерв боеприпасов стандарта. Дальше идут рэб и дымовая завеса. То есть в плане расходников кораблику, кстати, накинули очень даже неплохо. Правда, дымов-то всего 2. Да? Надо как бы хорошо думать, когда их использовать. Вот. А рэбов 3. Но как бы с ними, наверное, тоже надо думать, когда их использовать. Но зато расходников 2. Можно спрятаться в дымы от ракетчика, ну и, соответственно, от того же ракетчика можно попытаться закрыться рэбом, хотя при наличии всего 416 тысяч хп это будет нелегко. Ох, как нелегко. Ну что ж, давайте пойдем в бои, посмотрим, как эта штуковина плавает, как она стреляет и как она делает всякие другие вещи, которые корабли делают в боях. Ну а потом подведем итоги. Поехали. Так, курятники есть. Значит, будет быстрый свет. Я, по крайней мере, надеюсь, что со стороны нашего будет быстрый свет. Что у них там есть? Нингба, Defender, 30-й. TDX, Нахимов, Жанни Дарк. Ну да. Нахимову будет плохо. Нингбе тоже сейчас будет плохо. Да. В дымы залез? Да, в дымы залез. С какого корабля? А я не наблюдаю. Держи, боюсь, что? Да надо огорчить окончательно. Ты скотина. Кто-то со мной тут яростно лагает. Самолет уничтожен, хорошо. Дефендер. Накидываем. Накидываем по КД. Дальний бой как раз это сейчас моя задача. Ну. О, курятник. Курятника топить. Он гнида. Гнидская гнида, я бы даже сказал. Топить. 7,8. Сюда накидываем. Иди к черту. Что там, курятник упал? Нет. Нет, не упал. Почему? Почему курятник не упал, блин? Долбесы. Хотите с курятником воевать? Это там железная воля, Павлик. Да. Давай в дымы, все дела. Минус Нингба, до свидания, пока. Все. Видите, а вы говорите, Нингба, имбует. Че он там имбует, блин? Только ты ручки кривые показал, все, минус нахрен ваш нингбовский идет к чертям с собачеващим. Так, курятник, кстати, у них тоже минус наш, его все же забрали. Дефендер. Наваливай ему. Я ему сейчас еще кину. Ой, страшно-то как. Ракетовые торпеды. Давай, ракетовые торпеды твои. Ой. Пошли. Ракетовыми торпедами в меня решил кинуть. Вот засранец какой. Ну вот. Нингбецкого нафиг. Что там Нингбецкий? Что он Нингбецкий? Нафиг его просто. Дистанция и привет, Нингбецкий. Ну вот, как-то так. То есть, как носитель Х-90, кораблик на открытых картах показывает себя хорошо, потому что постоянно пропадает из видимости. Он незаметный, маленький. Спрятался, запузырил свои 4 штуки и сдриснул куда-то. Ну, по статистике что-то, ничего интересного. 3 дрона. Торпед 0. Странно, я расстрелял уже те, которые упали, не считаются. 23 ракеты. Может, их в ракеты засчитали? Да, но как бы, опять же, быстрый засвет нужен. Если первый засвет идет, вот с вашей стороны, вы первым и вламываете этими Х-90-ми, там, да, там уже вы получаете определенное преимущество. И Нингбецкий его вряд ли как-то сможет скомпенсировать. Он уже тоже 52 уровень. Игрок шарящий, умеющий. Имба, все дела. Ну и что ваша имба? К чертям. А шквал такое может творить гораздо мощнее, кстати. Этот-то еще просто маленький такой, это такой мини-шквал. Недошквал, полушквал.
Вот. А шквал бы его снес просто за первый же. Если бы у него еще стояло 4 каких-нибудь там ВС-3, ну и привет. Такие вот пироги. Кораблик могет в такой геймплей. Так. А у нас курятник у них нет, значит, мы уже должны выиграть. Киров, Раканзас, Шквал, Зумвальд, Шквал. У нас лидер. А что лидеры-то так участились? Думают, что это тот же Шквал, что ли? Владимир Русич. Куда они там прутся? 9 километров? Интересная мысль. Можно использовать то, что у нас есть курятник, и долбануть. Бым. Прожмем. Отходим. Все, и остальное в остров ловим просто. Потому что поймать все в остров даже далеко отходить не надо. А вот здесь уже можно его ловить. Ну что ты делаешь опять, твою бога, душу, дивизию? Вообще не смотрят. Куда плывут, даже не смотрят. Ну вообще на все начхать. Просто вообще ноль. Ну просто ноль. Дно. Пробито его же башкой. Да иди ты со своим шумом торпед. Чихал я на него. Шум и торпед. И все вот это вот все. Так, у них -1. Хорошо, стрелям потихоньку. И мы уходим за остров, накидав ему слегка. Дали безответного, дали безответного. А чего не дать-то? Привет. Ну, ракеты, конечно, туда не полетят. Но из граников я выдал базу некоторым образом. Ну, а ты куда залез один? Ты один туда залез. Как ты вылезать собирался? А, хрен его знает. Зачем ты вообще вылезать? Что за бред? Так, 86 занесли. Тогда поднимаем, и надо поджиматься. У меня за спиной один. Курятник наш мертвый, я так понимаю. Чертям. Вот у меня пушка не заряжена сейчас. Это очень не вовремя. Ужас. Минус. Да. Минусанулся. Пушка себя оправдывает. Иногда. Что у них там? Еще один шквал. Ух ты как. Не-не-не-не-не-не. Это все в остров. Пожалуйте, это все в остров. Остров. А теперь дымы. Что будешь делать? А я в дымах. Ну, как бы это сказать? Вы будете смеяться, но я первый раз применил дымы. Внятно. Да, за все время игры. Первый раз я внятно применил дымы. Но здесь они прям сами напрашивались. Вот напрашивались. Было видно, что он играет на VX3 или на Детерренсах. Черт его знает. И вот прям вот надо было здесь. Вот надо было. Так, ну что по кораблю? Дальний бой отработал хашками. Да, то есть в дальнем бою у него вот эти 4 ракетных слота. Если Х-90 в них воткнуть, все хорошо. Но, как вот вы сами могли заметить, в ближнем бою закрыть эти 3 километра проблемно. Корабль очень быстро теряет ХП. В открытый бой он вообще, ну, не то чтобы не способен, но лучше не лезть вообще в открытый бой. Пытаться надо как-то там высовываться, постреливать где-то вдоль каких-то препятствий. То есть любой урон, который по вам прилетает, он вам делает больно. Да, то есть до последнего надо стараться не вступать в открытый бой. Прям вот надо гадить из-под тишка.
Как только вступаете в открытый бой, вот по мне прилетели хашки, эти же ВС-3 или что там у него было. Вот это все прилетело, у меня больше, чем пол корабля куда-то делось. Поэтому надо все время крутиться, вертеться. Вот он непростой. Он непрост в применении. Вот в чем его беда. Его не так просто применять, как того же шквала, да, то есть у шквала, конечно, тут ребята продемонстрировали абсолютное неумение и играть в эти шквалы, да, шквал тоже надо аккуратненько с ним надо обращаться, да, это не Родни, который просто там вышел, получил в морду, дал в морду, там, а здесь тоже надо играть поаккуратнее, но шквал в этом плане, он, конечно, поинтереснее будет, потому что если бы у меня было 4 гранатомета сейчас, да, то вот первый, с которым я бодался из этих двоих, он бы сложился сразу. Но вот здесь пушка отыграла, та, которую я в него воткнул. Она по кораблям отыгрывает интереснее, она гораздо больше урона может влить в корабль. Да, по самолетам она, как по мне, не так удобно. Ну, не так удобно стрелять по самолетам из нее, как из той же GRVG, но вот по кораблям она вливает больше. Поэтому вот я сейчас между ними плаваю, между GRVG и вот этой. Да, остальные как бы мне не особо интересны, потому что они по самолетам стрелять не могут. А курятник, он, видите, да, 1,5 миллиона. Как нефиг делать. Вот, так что основной момент, да, почему вот этот бой, да, здесь как бы я тоже ничего особо не продемонстрировал, но здесь видно, что корабль требует очень бережного к себе отношения. Его надо все время прятать. Отстрелялся, сныкался, отстрелялся, сныкался. Не дай бог в открытый бой вылезть. Да, вот это надо запомнить. Право на борт. Есть право на борт, руль право на борту. Призрак 31 взлет произвел. Ну, где вы там? Рассказывайте. Судя по крылышкам, у вас такой же, как у меня. Значит, по мне стрелять не будет. Домой? А, так, а куда это я вообще поплыл? Куда я собрался? Я дурак, что ли, совсем? Куда они идут-то? Блин, инфы нет. Ладно, я пока здесь тогда. Я пока подежурю здесь на штатной позиции, так как инфы нет. Перезаряжайся, а я пока сюда воткнусь. Стоп, обе машины. Инфы нет, света нет. Ракетный комплекс. У них там двое вообще где-то толкутся. Шквал, куда без них. Массачусетс, Амаги, Буревестник и Ле Триумфант. БЧ-6, поднять вертолет, цели указания. Давайте смотреть, кто куда поперся там у них. Так, подлодка вообще в какую-то задницу залезла. Ее можно списать вообще, она в бою не участвует толком. Домой. Домой. Они все-таки на третью пытаются выйти. Ага, интересно. И 071 такой весь из себя. Я 071, я сейчас всех победю. Поломился куда-то вперед, чтобы что-то там, куда-то там. Стрелять по моей команде! Право руля. Есть право руля, руль право 10. БЧ-2, ракетный отсек, ТОС. ТОС выполнено. БЧ-2, приготовить к стрельбе главный ракетный комплекс. Готовность есть. Ракета пошла. Отходим назад аккуратненько и не добираем никого. БЧ-2, принять целеуказания с вертолета и спутников. Бум. Лево на борт. Есть лево на борт, руль лево на борту. Он большой, страшный, а я маленький, люгавенький. Поэтому надо вот так. На борт, руль лево на борту. Он еще остановился зачем-то. Главный ракетный комплекс. Дональд Трумп. Трумп, ты чё? Помирить меня решил? Так, здесь у нас двое ползают. Трёмная группа к ремонтным работам готова. Нуптим. Да, Нуптим. Абсолютно Нуптим. Право на борт. Что тут еще добавить? Руль право на борту. Вертолет в воздух и поехали искать. Лед Триумфанта. У него, между прочим, 4 торпеды. Он опасности.
Сейчас и посмотрим, как эта штуковина будет противостоять торпедам. Ох ты ж, как он взял да всплыл. Ну ладно тогда. Не посмотрим, ребят, извините. Лед Триумфант отказался. Но могу вам подсказать, плохо он торпеды переваривает, очень плохо. Никак он с ними не дружит вообще. Просто никак. Они его очень сильно жрут. Вот. Ну, а в остальном, ну вот, от укрытия аккуратненько, куда-то через чего-то, да, он могет. Но как только выходит в прямое столкновение, будет примерно как вот с Триумфантом. Один в один примерно. Сдует за секунду. Но если вдумчиво и аккуратно, тогда да, гадит, очень-очень болезненно гадит. Вон спросите у Массачусетса, он знает. Или у Шквала, он тоже на себе прочувствовал. Так что, ну, вот вся суть корабля такова. Вот такие вот бои получились у меня на этой штуке. На самом деле боев было очень много. Мне пришлось катать эту штуковину примерно часа 2, чтобы выбрать 3 боя, которые можно было бы показать. Первая причина — это катастрофическое падение уровня комьюнити в игре, потому что огромное количество турбобоев, то есть либо вы выигрываете за минуту, либо вы все сливаетесь тоже за минуту. Я не знаю, что происходит, но уровень игры очень сильно падает. Вот. Ну, а во-вторых, кораблик сам по себе не является каким-то ударным, имбовым или что-то в этом духе. Этот кораблик требует очень осторожного к себе отношения, потому что, как я уже и сказал, первая же ваша ошибка, и вы в порту. С другой стороны, если вы просчитываете все на шаг, на 2, на 3 вперед, любите осторожный геймплей, любите играть с дистанции, то, в принципе, эта штуковина вам может очень даже и зайти. С дистанции он хорош, особенно если собрать его на тех же самых Х-90. Здесь он проигрывает Шквалу в том плане, что Шквалу нужна одна ракета, потому что у него один счетверенный слот. Здесь вам понадобится 2. Да, то есть это будут более высокие траты. Ну а в принципе по огневой мощи то же самое, что там 4, что здесь 4. Но если Шквал 3-километровую зону закрывает 4 гранатометами, то у вас их всего 2. Да. И если Шквал четко, хорошо, прям вот капитально защищен от подлодок, то у вас какая-то странная система, которая стреляет только по подлодкам. От торпед вам нужно отбиваться. От торпед вам нужно отбиваться вручную. Вот. Так что, подводя общий итог, корабль не то что ни разу не имба, он очень специфичен. Надо понимать, что на нем вы не попретесь вперед, как на родине, и не разобьете кому-нибудь лицо, получив по лицу в ответ. Это совершенно другой корабль. Это полная противоположность. О нем нужно просчитывать все заранее. Нужно получать информацию заранее. Поэтому я использую Speedhawk, которых 3 штуки. Чтобы сначала посвятить, подумать, куда пойти, как, кого, где встретить. С кем-то, возможно, взаимодействовать можно. У вас есть высокая скорость. Если меняется рисунок боя, вы можете метнуться с одного фланга на другой. Этот корабль вам это позволяет. Вы можете отойти подальше, отыграть от инвиза или что-то такое себе позволить. В маневр в какой-то, обойти по кругу. Лоб в лоб на нем воевать, ну, это катастрофически неверное решение. Да, у вас нет ХП, у вас нет какого-то мощного ПВО. И еще раз, от торпед вам нужно отбиваться руками, используя свои гранатометы. А из чего вы тогда будете стрелять по противнику, особенно если он стоит в дымах? Ну, извините, не знаю. У вас останется только пушка, по сути. Поэтому еще раз, кораблик требует от вас, чтобы вы просчитывали заранее каждый свой шаг. И не только свой, но и шаги противников и союзников ваших замечательных, совершенно прекрасных людей, которых иногда хочется табуретку взять и вот дать им, чтобы они на нее сели. Вот. Ножками кверху ее. Ладно, проехали. Давайте все-таки вернемся к кораблю. Итак, корабль не имба, против него играть как? Первое, его надо видеть. Да, против него, если мы играем. Его надо видеть. Если вы его не видите, он будет гадить. Издалека ракетами, своими хашками, теми же самыми, он у вас заплюет просто-напросто и все.
А с другой стороны, вы можете играть от укрытия, вытягивая его на ближний бой. В ближнем бою он очень слаб. Все, что он может, это бросить под себя дымы, но если у вас сборка не ракетная, а артиллерийская, например, вы играете на каком-нибудь, ну, том же шквале, используя даже 4 РБУ 2500, вы его просто зальете. Ракетного оружия он в дымах лишится, потому что 4 гранатомета с флешем будут сбивать все к чертям. А гранатомет и пушка против ваших 4 гранатометов сделают примерно ничего. То есть в ближнем бою он слаб. Когда он видим, его можно довольно быстро сожрать, потому что у него мало хп. Если же он где-то из инвиза начинает что-то творить, лучше просто отойти за какое-нибудь укрытие и там спокойно уже разбираться с другими противниками, оставив его одного. Ну, пусть он там плавает, что он сделал. Да? Если же вы играете на нем, то все наоборот. Навязываете дальний бой раз, или же если вы идете в ближний, то обязательно с кем-то, как второй номер. Вот и все. Просчитывайте заранее, что вы будете делать дальше. Я сделаю так, ситуация будет разворачиваться вот так, противник сделает вот так, я сделаю вот так. То есть как в шахматной партии. И тогда, в принципе, кораблик вам вполне себе зайдет. Рекомендую использовать противовоздушные пушки на нем. Так как ПВО, ну, оно у него как бы есть, но оно у всех есть, но как бы... Операторы курятников плевать на это хотели, поэтому желательно иметь противовоздушную пушку GRVG-1 или Марк-42, которую использовал я. Вот, в принципе, все, что могу сказать о данной лодочке. В принципе, все, да. Если у вас этот кораблик уже есть, ну, поделитесь, что вы о нем думаете. А у меня на сегодня все. Всем спасибо за просмотр, приходите еще. Не забываем подписаться на канале, проставиться лайком. Всем всего и до встречи.